Приветствую вас на канале Техревизор. Механическая клавиатура – это, конечно, хорошо. Необычный тактильный отклик, куча разных свечей на любой вкус, звук, с которым эти свечи отрабатывают. Плюс еще широкие возможности кастома, миллионы вариантов дизайна. Вокруг механики сейчас производители очень активно крутятся, но есть люди, которым все это непонятно точно так же, как и пицца с оливками, окрошка на квасе или жареные пельмени. Вот просто нужна удобная клавиатура, тихая, без лишних наворотов, для игр, для работы и желательно не дороже 10 тысяч рублей. Как раз для таких пожеланий я отобрал 5 мембранных клавиатур. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну, а теперь приступим. Открывает рейтинг MSI Vigor GK20. Это полноразмерная игровая модель на все 104 клавиши с рядом эфок и нампадом. Все клавиши изготовлены из более-менее качественного ABS пластика. Хоть MSI это вроде как довольно авторитетный бренд на рынке, клавиатура позиционируется как бюджетная, поэтому весь пластик, в том числе корпус, достаточно неплохого качества. Не скрипит, не люфтит, не выгорает, не стирается, даже умеренные удары выдерживает. А для игровых клавиатур это очень важно. Многие любят постучать в особенно горячие моменты. Не так ли? Тайпинг мягкий и тихий, самый базовый для мембранной клавиатуры. Снизу расположились прорезиненные ножки, в том числе откидные, и дренажные каналы для отлива попавшей жидкости. Девайс имеет хорошую влагозащиту. Если вы нечаянно перевернете стакан с водой, ничего не случится. Хотя с какими-нибудь энергетиками, чаем или что еще там можно пить во время катки, экспериментировать не стоит. Еще из важного для геймеров – подсветка. От клавиатуры стоимостью около 2-3 тысяч рублей вы же вряд ли ожидали чего-то особенного. Вот и правильно. Из всего возможного здесь можно выбрать пару режимов работы и уровень яркости. Ни о каком точечном программировании и заикаться не приходится. Равномерностью тоже не восхищаюсь. Невооруженным глазом видно, где расположены центральные диоды, освещающие определенную зону клавиш. Да, MSI Vigor GK20 не самый радужный вариант, но не отчаивайтесь, впереди еще будут участники, которые точно порадуют разноцветными возможностями. А пока перейдем к 4-му месту топа. Его занимает Asus TUF Gaming K1. Тоже полноразмерная клавиатура, но по своим габаритам сильно больше прошлой MSI. По классике на своем месте все F-ки с нампадом и 105 клавиш, 105 роллер. Кстати, довольно классная штуковина. Через комбинацию FN плюс F все-таки не так удобно увеличивать или уменьшать громкость, особенно во время игры. А тут сразу под рукой прикольная крутилка, которую легко нащупать, не отвлекаясь. Единственный нюанс. Нельзя полностью выключить звучание, только снизить громкость до минимума. Но в принципе это не так страшно. Про остальные клавиши ничего интересного не расскажу. Обычная мембранка же со всеми своими преимуществами в лице долгожительности и тишины работы. Сами кейкапы неплохие. Принт нанесен по технологии двойного литья, что не дает быстро стираться принту. Поэтому и через пару месяцев от потных каток не затрутся WASD. Все символы четко видны. Качество материала. Стандартный ABS пластик средней паршивости. Ничего не скрипит, по столу не ездит, ощущается более-менее крепким орешком. С этим тоже все в порядке. Из допов есть подставка под запястье из такого же пластика. Конечно, не какой-нибудь приятный кожзам с мягкой набивкой, но тоже ничего. Особенно если устают руки катать по 8 часов в день. С равномерностью подсветки небольшие проблемки. В целом сильно не бросается. А так, есть даже приложение Armory Crit, в котором можно настроить цвета, 4 эффекта. Боковые плашки синхронизируются с происходящим на экране. В общем, хоть нет индивидуальной настройки под каждую клавишу, все равно поиграться будет с чем. Тройку лучших открывает еще одна полноразмерная клава – Razer Sinosa V2. Вместо одного роллера у нее есть дополнительные клавиши мультимедиа. 4 таких кнопки расположены справа сверху, настройки подсветки, музыки. Сразу же за ними разместились еще 2, но уже отвечающие за регулировку яркости подсветки и уровня громкости. Профиль же остальных клавиш отличается. Он немного ниже стандартного, но к этому пальцы адаптируются быстро, мучиться не придется. Сами колпачки сделаны из качественного и приятного пластика. Он, конечно, засаливается со временем, но сделает это не так быстро. Да и ощущение будут от этих колпачков другими в сравнении с предыдущими участниками. Это вы заметите уже при первой катке.
Ход довольно высокий и мягкий, сами клавиши не шатаются и реагируют без задержек. Тайпинг не скажу, что прям тихий, слышен отчетливый удар пластика о пластик, но это все равно все еще тише, чем механика. Что касается корпуса, ничего особо интересного нет, сам он из матового пластика, снизу прорезиненные двухэтажные откидные ножки, а также кабель-менеджмент для расположения провода справа, слева или посередине. В общем-то и все. Но самое интересное внутри. Предусмотрено ПО, которое позволяет настраивать не только макросы, но и подсветку на каждую клавишу. Вообще жир по сравнению с той же MSI. Плюс 9 разных эффектов. Еще одна интересная штука — Razer Chroma. В нее интегрированы более 150 игр, в которых подсветка подстраивается под то, что происходит на экране. Выглядит реально впечатляюще. Список всех поддерживаемых игр висит на сайте Razer. В общем, с таким гирляндным набором не заскучаешь. На второе место я поставил укороченную клавиатуру на 85 клавиш SteelSeries Epix 3 TKL. А то все полноразмерное да полноразмерное. Да, опять игровая. Но для рабочих задач я нашел такую пушку, что решил оставить напоследок. По сравнению с Razer Senosa V2, эта SteelSeries мне понравилась больше в плане качества материалов, настройки подсветки и дополнительных особенностей. Обо всем по порядку. Капы также из АБС пластика. Хорошие, приятные, высокие и не шатаются. Кроме формата, ничем не отличаются от прошлой клавы. А вот уже мультимедийные кнопки сделаны по-другому. В правый верхний край поставили валик громкости. Рядом воткнули мультимедийную кнопку. Да, всего лишь одна, отвечающая сразу за 4 функции. Тут уже не знаю, кому удобно, кому нет, но место экономит. Тайпинг тоже приятный, но не супер тихий. Какой-никакой звук удара капа, а корпус есть. Кстати, корпус пластиковый, но на первый взгляд появляется уверенное ощущение, что он металлический. Да и прочность в тесте на скручивание радует. А вот с подсветкой здесь вообще отдельная история. Проще уж самому попробовать. Хотя индивидуальной настройки под каждую клавишу тут и нет. Но тем не менее, целых 8 зон. Настраивай не хочу. Можно выставлять каждую тонкость, которую только захочешь. Все зависит от фантазии и настроения. Менять цвета, регулировать скорость, менять эффекты. Светится ярко, светится четко и без всяких недоработок. В этом плане SteelSeries постарались не на шутку и вывели свою клавиатуру вперед прошлых конкурентов. Поэтому, если вы хотели игровую клавиатуру покомпактнее, точно присмотритесь к этой SteelSeries. Первое место занимает Logitech Craft. Ну и, как обещал, рабочий аппарат, любимец дизайнеров, гроза Apple Magic Board и просто хорошая клавиатура. Предупреждаю, после прошлых игровых моделей стоимость этой клавиатуры будет кусаться. На момент создания этого видео цена около 10 тысяч рублей. Но если вы выкупите ее фишки, то действительно даже девайс от всемогущего Apple не станет аргументом для покупки. Итак, что мы имеем? Изначально очень тонкая клавиатура со всеми нужными кнопками. Для рабочих задач огрызок без нампада не очень актуален. Кнопки сами видите какие. Тонкие, ноутбучные, со специальными выемками, чтобы было удобнее печатать вслепую. На нужных клавишах продублированы маковские символы. Роллер. Думаете, это просто обычная крутилка для регулировки звука? Нет уж, этот роллер всем роллерам роллер. Начать хотя бы с того, что он сенсорный, то есть по нему можно тапать, чтобы, например, переключаться между режимами. Какими режимами? Тут вариантов много. Клавиатура тонко настроена под каждое приложение Adobe и Microsoft. Этим роллером можно управлять таймлайном в Premiere, выбирать цвета в Photoshop, да даже просто водить курсором в тексте в Word. Плюс на крутилку выставляется огромный пласт опций. Их там настолько много, что даже перечислять не хочется. Хватит на любую творческую и больную фантазию. Подключение – еще одна фишка. Клавиатура создана быть мобильной, поэтому тут для удобства приделали Bluetooth модуль, чтобы коннектить устройство без проводов. Факт. К одной клавиатуре можно подключить сразу 3 ПК или ноутбука. Согласен, мало у кого дома есть 3 ПК или даже 2, но тем не менее, по беспроводу клава работает порядка 2 недель. Да, не то чтобы вау-автономность, но заряжается она всего за 3 часа, поэтому критичных проблем такая небольшая батарейка не доставляет. Да и все-таки же надо было как-то воткнуть ее в такой тонкий корпус. Для экономии Акума сюда встроили датчик движения, который определяет, когда вы садитесь за рабочее место и когда его покидаете, чтобы активировать клавиатуру. Также яркость автоматически адаптируется под освещение в вашей комнате. В общем, говорить об этой клавиатуре можно долго. Я и так уже затянул, не упоминая еще кучу деталей. Но если вы ищете один из лучших рабочих инструментов, примерно понимаете, как можете реализовать хотя бы какую-то часть функций клавиатуры, то Logitech Craft – одно из лучших решений.
На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.